Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и сегодня вас ждет чилийский футбол. Я нахожусь в столице страны, в городе Сантьяго, а у меня за спиной самая новая, самая современная футбольная площадка страны Клару Арена, где сегодня местный университет Католика, на секундочку, третий по популярности клуб страны, сыграет с Эвертоном. Нет, не тем Эвертоном, он не из Ливерпуля, он с Тихоокеанского побережья Чили. Ну, а местные фанаты хоть и не входят в топ-2, но они входят в топ-3, и я очень надеюсь, что суппорт здесь будет то, что надо. Вы же тоже заранее настраивайтесь на самый позитивный лад, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если этого не сделали, пишите комментарии, все это помогает продвижению контента и развитию моего канала. Ну и погнали, нас ждет Клару Арена и университет Католика против Эвертона. Будет интересно. Клуб Депортиво Универсидад Католика был основан в 1937 году, и за 89 лет истории Крузадос, а именно такое прозвище носит команда, смогли стать третьим по количеству титулов клубом Чили. На их счету 16 чемпионств, 4 кубка страны и 4 суперкубка, а также один титул победителя Копа Интерамерикано. Трофея, обычно разыгрываемого между лучшими командами Северной и Южной Америки, но победитель Кубка Либертадорес того года Сан-Паулу отказался участвовать, и его место занял финалист турнира Университет Католика. Обстановка перед матчем около стадиона максимально спокойная, очень тихо. Видно, публика не из самых низших классов Чили. Об этом я расскажу позже, но вот как-то здесь очень хорошо и комфортно, абсолютно не по-латиноамерикански. Надеюсь, магазин есть, потому что онлайн вроде все смотрится неплохо, а офлайн надо поискать. Честно, я не знаю, где клубный магазин, и здесь никто не может мне помочь. Банально около стадиона никто не говорит по-английски. Я, честно, спрашиваю, пытаюсь понять. Мне кое-как объяснили, куда мне идти на вход, но вот, честно, я пока иду ко входу, ищу магазин. Вы просто посмотрите. Разве это не красота? Сейчас закат, солнце село буквально 5 минут назад. Горы, вот эти предзакатные облака. С моего сектора тоже открывается отличный вид на горы. Я надеюсь, что к моменту, когда я там окажусь, еще не совсем стемнеет, и хоть кусочек кордильер будет видно, удастся его зацепить. Ну а пока что вот идем и ищем магазин. Возле стадиона очень много развлечений для детей, да и для взрослых. Тут нужно забить гол и получить призы от разных спонсоров. Можно и какие-то там футболки выиграть, и еще что-то. Прям классно сделано. Напоминает тут, как в Азии. Я ходил на матчи, очень много вот таких активитис было. И здесь тоже это все в наличии. Вход на сектор, пока что, честно, не знаю, какой там будет досмотр. Видел немножко еды, где-то вот там есть фудтраки. Честно, времени нету, чтобы все это изучить. До стартового свистка всего ничего осталось. Есть фанаты. Вот это я понимаю. Надеюсь, по ходу матча тоже будет не меньше суппорта, чем сейчас у входа на сектора. Я внутри. Я не на фанатке, я буду на другой заворотке. Основные ультрас Университет Католика находятся вот там. Но вы только посмотрите, стадион просто битком. Да и здесь тоже есть баннеры, есть флаги, так что я не сомневаюсь, что суппорт будет то, что надо.
что, матч начался. За ворот хозяев, где сидят ультрасы университета Католика, бодрейше поет, бодрейше поддерживает команду. Ну и в целом стадион тоже их поддерживает. Пока что это все звучит и смотрится очень даже классно. Четвертая минута, Эвертон открывает счет. Внезапно. Результат. Трибуны просто только взрываются, начинают еще громче петь на славу университета Католика. Минут позади, 2-0 в пользу гостей, причем второй гол это вообще нечто. Я не знаю, чем занимался вратарь, просто через него перекинули в пустые ворота. Никто не замолкает, все дальше гонят свою команду вперед. Университет Католика был основан при Папском католическом университете, одном из самых статусных и престижных учебных заведений Южной Америки. И абсолютно логично, что исторически клуб поддерживали студенты, выпускники и представители более обеспеченных слоев общества. И это не могло не сформировать вокруг католика особую культуру, более спокойную, семейную, но при этом очень преданную. Ну и нет ничего удивительного, что базируется такая команда в районе Лас-Кондес, одной из самых богатых и обеспеченных частей Сантьяго-де-Чили. Здесь течет размеренная жизнь. Вокруг дорогие частные дома, тишина и ощущение покоя и уюта. И даже после вечернего матча по этим улицам можно спокойно гулять. Играют Крузадос на стадионе Клару-Арена, построенном в 1987 году и реконструированном не так давно, в 2024 году, после чего стадион обрел свой нынешний вид. Сегодня это современная, аккуратная футбольная площадка, вмещающая 20 249 зрителей, на которой почему-то постелен искусственный газон, что, если честно, удивляет меня очень сильно. Стадион находится в предгорьях Анд, и когда матч проходит не в ночное время, то есть не как у нас сегодня, с той трибуны, на которой я сейчас нахожусь, можно очень классно посмотреть на горы, на Анды. Они прям возвышаются над одной из центральных трибун. По секторам здесь ходят торговцы, такая типично латиноамериканская тема. Торгуют исключительно колой. Ну, в общем, в целом ничего удивительного. В принципе, в Чили на стадионах пиво как бы запрещено, так что приходится обходиться прохладительными напитками и ничем иным. Есть один! Отыграли! Гол в раздевалку! После забитого мяча на заворотке хаос, красивый слэм и тот же свисток на перерыв.
Вот это было красиво! Я искал магазин за стадионом, нашел его внутри, на трибуне. Небольшая такая палатка. Так, чем здесь торгуют? Есть сувенирные мячи, есть худи, капитанские повязки, какие-то банданы, подставки под пиво. В принципе, даже открывашки. Есть сувенирка. К сожалению, нету значков, прям обидно. Даже рюкзаки есть. Кстати, очень красивые, приятные пумовские рюкзаки. Есть шапки, есть даже альбом для стикеров по Нине. Университет Католика, видите, тоже коробки со стикерами. Здесь же вроде бы и небольшой магазин, но ассортимент очень даже достойный. Если вы хотите что-то посмотреть или примерить, вы можете подойти с любой стороны этого ларька, этого магазина. Но если вам что-то понравилось, вам все равно нужно встать в одну очередь и покупать. Значков здесь нет, но панамки здесь стоят 6000 песо. Это вообще какая-то смешная сумма. Это сколько? 6 евро. Надо брать. Классная панамка, яркая. То, что надо для поездки. В общем, вот такой магазин небольшой, но, к сожалению, значков нет, но без сувенира отсюда уезжать нельзя, поэтому закупились. Конечно же, здесь же в потрибунке можно и перекусить. Здесь продаются хот-доги за 6000 песо. Можно взять напитки, кола и прочие прохладительные напитки. Есть пиво безалкогольное. В Чили алкоголь запрещен. На стадионах так одно пиво стоит 4000 песо, два можно взять за 6000 песо. Пару слов о покупке билетов на футбол в Чили. Процесс не самый легкий, а вход на стадион еще сложнее, если вы не являетесь гражданином этой страны. Первым делом вы должны зарегистрироваться в национальном реестре болельщиков. Для этого вам понадобится либо ваш ИНН чилийский, либо ваш номер паспорта, а также ваше лицо. То есть вы заходите на сайт, вы вбиваете номер паспорта и фотографируете себя со всех возможных сторон. Все это сохраняется, после чего вы идете на сайт продажи билетов и торжественно, опять же, вбиваете номер паспорта, его сверяют, говорят, да, действительно, вы зарегистрированы, и вы получаете билет. Дальше вы входите на стадион. Если вы гражданин Чили, вы показываете свою национальную айдишку, ее быстренько сканируют. Билет никто не проверяет, потому что билет уже к ней привязан. И вас впускают на сектор. Если вы не гражданин Чили, люди на турникетах вручную вбивают в систему номер вашего паспорта, после чего он говорит, да, действительно, билет куплен, проходите. А потом то же самое происходит на входе на сектор. И это просто лютая дичь. Вы вроде как уже внутри трибуны, но если вы хотите попасть наверх, на верхний ярус, где, собственно, у меня законно купленное место, вас еще раз проверяют, а там уже люди не умеют работать с иностранными паспортами, и там вам придется ждать, разбираться. Но в итоге, конечно, вы попадете на сектор, но при этом вы можете спокойно забить на верхний ярус и просто встать здесь внизу, в толпе народу, и смотреть футбол. Честно, как по мне, здесь комфортнее, чем сидеть в камерных условиях наверху. Как я уже сказал, стадион Клару-Арена вмещает всего лишь чуть больше 20 тысяч зрителей. И здесь аншлаг. Билеты купить сюда очень сложно. Я всю неделю, честно, лазил по сайту, по билетному порталу, пытался вырубить заветные квитки. Очень сложно было. Не то, что сложно, их не было. Но вчера утром, наконец-то, уже я прилетел в Сантьяго-де-Чили. Я залез на сайт, и нашлось два места. Вот они просто у меня на глазах появились. 18 тысяч песо один билет. Надо было брать. Я долго не думал, сразу выхватил их. И вот он, я здесь. Честно, по кайфу. Заворотка, та самая ультрас, фанатка, крузадос, крестоносов.
отличнейше поддерживают команду весь матч. Другие сектора периодически включаются. Да, делают это не очень бодро, но все равно здесь очень классная акустика, поэтому атмосфера то, что надо. В общем, в любом случае я ставлю знакомство с чилийским футболом стойкий лайк. Вам чирс безалкогольным аргентинским килнесом. Ну и я надеюсь, вы лайк тоже этому видео поставите. Смотрим дальше Универсидад Католика Эвертон. Есть! Сравнял Универсидад Католика. 2-2. Трибуны оживляются, фанаты поют, фанаты бодрейше поддерживают команду. Кайф. Болельщиков, гостей сегодня вообще нет. Им билеты в принципе не продавались. На билетном портале было строгое условие, что только жителям Сантьяго можно купить билеты на матч Университет Католика против Эвертона. Так что сегодня стадион на 100% это местные болельщики крестоносцев. Финальный свисток. 2-2. Не смогли хозяева вырвать победу, но тем не менее зрелище выдали достойное. Матч бодрый, честно. Мне понравилось. Болельщики Крузадос очень классно поддерживали команду. Жаль, что близко к их фанатке подойти было без шансов. Тут все сектора разделены заборами и даже на центр никак не пройти. Тем не менее, я очень надеюсь, что хоть что-то было слышно, и я надеюсь, что вам это видео понравилось. Если так, то не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на мой канал, делиться видео с друзьями, писать в комментариях, что вы думаете об атмосфере на матче Университет Католика. Все эти действия помогают продвижению моего контента и развитию моего канала. Ну и до встречи на стадионах Англии, а в данном случае Чили. Впереди у меня очень много интересного, причем не только футбол, но и красоты этой страны. Никуда не переключайтесь, будет интересно.